В жизни практически каждой долгоиграющей франшизы рано или поздно должен настать момент, когда она начинает делать что-то странное и необычное в попытках сохранить свою актуальность. Для Ratchet Clank этот период пришелся на начало 2010-х, когда после эпичной и тонально повзрослевшей саги Future она окунулась в небольшие и экспериментальные проекты, которые были задуманы, во-первых, вдохнуть новую жизнь в серию, которая уже начинала застаиваться, а следовательно как раз снова наступило время для тактики «адаптируйся или умри», и во-вторых, дать самой Insomniac Games восстановиться после 8 непрерывных лет все более безумных переработок. Если посмотреть на то, что из этого получилось сегодня, то первое как будто бы вышло серии боком, а вот второе очень помогло студии в борьбе за здоровую рабочую культуру. Релиз Ratchet Clank Future: A Crack in Time в 2009 году поставил и саму серию, и Insomniac, за нее отвечающую, в весьма сложное положение. С одной стороны, та игра получилась очень хорошей, многие до сих пор думают о ней как об одной из лучших во франшизе, однако до ее выхода студия не единожды давала намеки о том, что эта игра может стать последней в серии, что в целом справедливо, но ее концовка была достаточно открытой для каких-нибудь продолжений, да и в цифрах игра показала себя весьма хорошо, так что надежда на хоть какое-то продолжение не уходила. С другой стороны, эта же игра была тотальным кошмаром в производстве, ставшим сборищем всех проблем, которые накапливались внутри студии годами. Какие-то из них были связаны просто с очень быстрым ростом штата, а другие были последствиями наполеоновских планов и безмерных амбиций, которые студия любила перед собой ставить, но реализовать которые представлялось возможным ой как не всегда. И к 2009 году эти проблемы стали настолько серьезными, что продолжать от них убегать было уже невозможно. Самая первая Ratchet Clank, вышедшая в 2002, делалась командой всего лишь из 40 человек. Всего спустя 4 года, когда в 2006 вышла PlayStation 3, а в ее же день релиза и Resistance Fall of Man, выпущенная этой же Insomniac Games, студия увеличилась в размерах в 4 раза и насчитывала уже 160 сотрудников. И с таким быстрым ростом студия едва справлялась даже тогда, ибо всю свою жизнь она работала и продолжает работать со своими собственными инструментами, и обучать новых людей работе с ними приходилось прямо посреди процесса. Однако даже этого роста в итоге оказалось мало, потому что хоть студия и решила, что теперь у нее достаточно сил работать над 2 играми одновременно, одна из которых была стартовым эксклюзивом для PS3, и над идеей которой начали работать еще за 3 года до выхода новой коробки, не имея ее финального железа. По факту оказалось, что как минимум одному из проектов в параллельной работе всегда все равно не хватало людей. И если во времена PlayStation 2, где игры были не настолько масштабными, а делать их было проще, с этим еще хоть как-то можно было справиться лишь с помощью обильного кранча, то в эпоху PS3, когда аудитория требовала от игр уже гораздо большего, одним этим было уже не обойтись, и ради того, чтобы успеть выпустить игру в поставленный срок, приходилось резать уже сами проекты. Пока первая Resistance находилась в активном продакшене и над ней работала большая часть студии, в это же время на начальных этапах производства находилась RNC Future Tools of Destruction, к которой студия изначально хотела прикрутить онлайн-мультиплеер и кооператив, которые были достаточно весомыми дополнениями для 2 последних частей серии, и на которые в маркетинге новой консоли делала акцент и сама Sony. Однако к моменту, когда Insomniac поняла, что из-за Resistance ей даже для одиночной части игры едва хватает людей, не то что для мультиплеера, эта функция уже была обещана издателю, и принятое студией впоследствии решение от нее избавиться означало, что это придется как-то компенсировать. В переговорах с Sony все сошлись на том, что Insomniac сделает небольшую загружаемую игру, своего рода самостоятельное дополнение для Tools of Destruction под названием Ratchet Clank Future Quest for Booty, и эта игра вышла в 2008, меньше чем через год после Tools. Окей, круто. Вот только коммерческий и критический успех Resistance означал, что той игре тоже нужен был сиквел, и он должен был выйти в том же 2008. И он вышел, но кое-как, потому что теперь уже ему не хватало людей, которые все сначала были заняты Tools of Destruction, а потом и Quest for Booty, пусть даже последнюю и делала очень маленькая команда. И отряду Resistance 2 приходилось активно перетягивать к себе людей с RNC, чтобы успеть к своему релизу. Весь этот хаос не только означал большое количество стресса и непонятных ситуаций для разработчиков, но и нарушал планы, которые Insomniac строила на будущие игры. И в итоге это привело к тому, что RNC: A Crack in Time, идея которой была заложена фактически вместе с Tools of Destruction, из-за других проектов лишилась половины запланированного времени производства. Так что после того, как вся остальная студия, только что закончив работу над Resistance 2 и Quest for Booty, которой, я напомню, изначально не должно было существовать, пришла посмотреть на то, что на препродакшене новой RNC смогли сделать в прямом смысле 3 человека, она не успела даже выдохнуть перед тем, как снова с головой нырять в безумный кранч и нещадно вырезать из игры все, что имеет хоть какой-то шанс оказаться недоделанным к релизу. Эта игра потеряла не только половину своего производственного времени, но и половину вообще самой игры, что должна была изначально выйти. Если все это звучит страшно, то это потому что так и есть, но это не значит, что студия закрывала на это глаза. Так сделать просто не выйдет, когда последствия становятся все более серьезными не только для самих игр, но и для людей, которые над ними работали. И Insomniac
всегда хотела как-то эту ситуацию улучшить, но в эти планы регулярно вмешивались другие обстоятельства, из-за которых все становилось наоборот только хуже. В ранние годы серии в студии было много людей, которые буквально только что выпустились из универа, и во времена кранча они могли сами брать на себя инициативу и чисто за идею днями не вылезать из офиса, поглощая литры кофе и холодные остатки пиццы из доставки. Ритма. Но теперь даже у этих людей были свои семьи и дети, и промышлять таким уже не было ни возможности, ни желания, ни сил. Не говоря уже о том, что подобные рабочие условия даже раньше явно не могли положительно сказаться и на их собственном здоровье тоже. И вкупе с возросшими ожиданиями игроков от новых игр, требовавшими от разработчиков больше работы, стало ясно, что выпускать каждый год по блокбастеру как раньше больше не получится. Поэтому даже несмотря на то, что после релиза A Crack in Time у студии все еще оставалось в разработке сразу два проекта, Resistance 3 и Ratchet Clank All for One, вместо того, чтобы, как и обычно, сразу браться за оба из них в полную силу в попытках успеть к очередному едва реалистичному дедлайну, Insomniac сделала две очень важных вещи. Во-первых, изначальный релиз Resistance 3 она сдвинула на целый год вперед, причем еще до того, как любая дата была впервые объявлена публично, дав команде этой игры много дополнительного воздуха. А во-вторых, команде Ratchet All for One, которая образовалась в новом офисе студии в Северной Каролине и которая потихоньку работала над игрой еще примерно с момента начала полноценного производства A Crack in Time, она позволила работать в своем собственном темпе и своей атмосфере небольшого коллектива. Эти изменения в работе студии позволили довести оба проекта к финишу в куда более спокойной и размеренной обстановке, чего студия и хотела добиться все это время. Resistance 3 в итоге провела в разработке почти 3 года, как и All for One, которая в свою очередь перебила рекорд Tools of Destruction и стала игрой, которая сидела в производстве дольше всех в серии на тот момент. И учитывая, что командам получилось закончить свои игры без особой спешки, хаоса и не выкинув из них половину всех задумок, стало понятно, что стратегия, вот ведь сюрприз, работает, и в дальнейшем Insomniac изо всех сил старалась ее придерживаться. Пусть даже некоторые обстоятельства и пытались вернуть ее в старый режим работы. Cool Story из разработки это нам, конечно, даст заметно меньше, чем обычно, однако то, какими в итоге получились сами игры, интересную дискуссию все же обеспечит, потому что оба спин-оффа, All for One и Full Frontal Assault, она же Q-Force в Европе, это игры, которые очень значительно отходят от классической формулы серии, и для многих именно этот момент оказался решающим в восприятии этих игр. Настолько, что сейчас обе этих игры большая часть сообщества, скажем так, очень не любит и считает их одними из худших частей серии. Что можно понять, но я принес с собой контраргументы. Итак, All for One. Первая попытка серии удариться в кооператив со времен аж Deadlocked, и на сей раз куда более сфокусированная. Если в Deadlocked кооперативная игра существовала лишь в виде отдельного режима, сделанного на основе механик одиночного прохождения, то All for One с самого начала задумывалась в первую очередь для того, чтобы в нее играли несколько человек сразу, ибо в то время как раз существовал тренд на всякие кооперативные family-friendly игры, одним из ярких представителей которых и по совместительству источником вдохновения для Insomniac служила Little Big Planet. С самого начала студия хотела реализовать идею о том, чтобы и Ratchet, и Clank были играбельными персонажами одновременно на одном экране, что служило бы в том числе и хорошим контрастом с A Crack in Time, где добрых 3/4 игры они провели отдельно друг от друга. Но даже несмотря на то, что разработка этой игры планировалась быть спокойнее, чем обычно, без хотя бы каких-то амбиций обойтись все равно не могло. И в итоге, когда ребята подумали о том, чтобы сделать обоих наших главных героев игровыми персонажами сразу, возник вполне резонный вопрос: а чего бы не увеличить количество игроков сразу до 4? Крутая мысль, подумали они, но это вызвало другую дилемму. А кем будут еще два играбельных персонажа? Первого из них придумали весьма быстро. Им стал Капитан Кворк, потому что, ну очевидно же. А вот над вторым корпели долго, пока не пришел удар под дых, откуда не ждали. Never ring a bell if there's even a slight chance that the publisher might want it unrug. Because after we shipped A Crack in Time, Chad Dezern and Sean McCabe, they pitched this new Ratchet game to Sony, and one key piece of feedback they received was to make Dr. Nefarious a playable character. I just remember hearing this and my jaw dropped. I was like, we just flew that dude into a space station. And Greg Phillips from Sony was like, maybe it was just a flesh wound. Да, в общем, доктор Нефариус, которого в конце A Crack in Time специально сделали, цитата, супер мертвым, чтобы завершить его историю, совершенно внезапно для самой Insomniac получил вторую жизнь благодаря желанию издателя, который увидел, что людям персонаж нравится. Однако в связи со своей собственной кооперативной натурой, о чем я само собой расскажу позже, и тем фактом, что всего лишь в первые полгода продакшена TJ Fixman уже умудрился написать столько текста, что это превысило бы бюджет всего проекта, в самой игре место для того, чтобы объяснить факт внезапного возвращения
возвращения нашего доктора после его столь эпичной кончины не нашлось. Это стало одной из причин, почему даже несмотря на то, что в 2010-м никаких новых игр в серии не выходило, признаки жизни она в том году все равно подавала. Именно тогда по Ratchet & Clank вышел целый комикс из 6 выпусков, изданный DC и написанный самим Фиксманом. И помимо редкона смерти Нефариуса в виде хотя бы минимального объяснения того, как он выжил, спасибо волшебному телепорту Лоуренса, перед ним стояла задача еще и адресовать последствия A Crack in Time, в первую очередь лично для самих Ratchet и Clank, чего сама All for One по все тем же вышеуказанным причинам в полной мере сделать не смогла бы. Поэтому пусть даже о существовании этого комикса знает не так уж и много людей, он все же является весьма важной частью вселенной в целом и ее общей истории в частности. Поскольку комикс это не видеоигра, здесь не надо тратить много времени, сил и денег на анимацию, озвучку, катсцены, движок и все прочее. Единственным ограничением здесь служит только фантазия автора и количество страниц. И помимо прочего, это дало Фиксману возможность сделать то, что он хотел с самого начала, когда он впервые занял свою должность сценариста еще в Tools of Destruction, использовать персонажей из оригинальных игр с PlayStation 2 и как-нибудь сделать их значимыми в новой истории, а заодно и сделать из этого комикса нечто вроде связующего звена, которое сгладило бы переход от серьезной и драматичной A Crack in Time к более легкой и непринужденной All for One. Например, одна из главных вещей, что освещает комикс, это то, как Капитан Кворк стал президентом галактики Polaris. Because I felt like the idea of a lying, pompous, blowhard celebrity getting elected president would be hilarious. It's a joke that has not aged well. И в паре с его способностью создавать не меньше проблем, чем он может и решать, этот факт опосредованно привел к, пожалуй, самым большим последствиям. Победа над доктором Нефариусом в конце A Crack in Time весьма нехило подняла Кворку популярность в этой галактике. И в итоге теперь, спустя год после тех событий, он умудрился победить на выборах и стать президентом. Его главным конкурентом был Артемис Зог, для друзей просто Арти, уже давно занимающий свою должность министра обороны галактики, очень уважаемый и любимый многими политик, который своей главной задачей всегда ставил безопасность граждан. Он даже разрабатывал свой собственный проект под названием Гелиос, который был призван защитить галактику в случае каких-либо экстремальных катаклизмов и ситуаций путем просто перемещения ее в другое место. Впервые увидев этот проект еще до выборов, Кворк оказался им впечатлен и уже был готов публично поддержать кандидатуру Зога. Но очень вовремя объявился его агент, который воспользовался эгоцентричностью нашего дуралея в зеленом и убедил его продвинуть на выборы самого себя, к большому шоку Зога, который тоже был фанатом Кворка и рассчитывал на него. А спустя время, когда последний уже нацепил деловой костюм поверх своего обычного и приступил к выполнению своих президентских задач, он вообще закрыл проект Гелиос, работу всей жизни Зога, посчитав, что такие путешествия между измерениями могут обернуться чем-нибудь очень неприкольным и весьма небезосновательно сославшись на всю ситуацию с Тахионом, в которой отчасти и он сам был виноват. Это свело Зога с ума, и он решил продолжить работу над своим проектом в тайне, чтобы потом показать всем, насколько они были неправы насчет него. И на этом мы переносимся в настоящее, прямо к Ratchet и Clank, которые впервые за годы вернулись в свою родную Солану. После всего, что они вместе пережили за последнее время, после того, какие меняющие сознание вещи они узнали, после того, как Ratchet оказался в шаге от встречи со своим видом и травмирован действиями и смертью Алистера Азимута, а Clank оказался вынужден рискнуть всем миром ради спасения Ломбакса, который стал ему семьей, ребятам потребовался отдых. В случае Ratchet, по всей видимости, вообще перманентный, ибо он со всеми этими геройскими делами после всего произошедшего уже хочет в принципе завязать и просто остаться на Велдине чинить корабли, и из-за этого он даже ни с кем нормально не попрощался, прежде чем возвращаться домой. Однако примерно в этот же момент к ним за помощью как раз приходит президент Кворк, потому что из его галактики начали в прямом смысле пропадать планеты. И как бы Ratchet не пытался отвертеться, причина сей проблемы приходит к нему с Clank сама, и они оказываются вынуждены с ней разобраться. За всем, конечно же, стоит наш Арти, который использует Гелиос, чтобы похищать планеты, и из них он создает свою собственную галактику, названную в честь себя любимого. И будучи уже наслышанным об успехах нашего дуэта, он пытается сделать все, чтобы они ему не помешали. То сначала похитив их и насильно запихнув в тюрьму, то, когда спустя время они смогли оттуда выбраться, уже по классике совершив покушение на Велдин, что для него может закончиться лишь одним. И это далеко не единственная вещь, которая напоминает про старые добрые. Раз кризис теперь затрагивает не только Polaris, но и Солану, то в дело вмешиваются и местные силы в лице галактических рейнджеров, которых возглавляет сама Саша Файроникс. Давно не виделись, а? И даже ее отец, который все еще здесь президент, появляется на минутку. Пусть даже нашим героям он не помогает, а висит застрявший на одной из украденных планет. Да что там, здесь даже про Багон вспоминают, потому что одну из планет
планет и оттуда тоже свинтили. В классической для серии манере даже здесь не обошлось без использования идей, которые прорабатывались студией раньше, но не были реализованы. Конкретно, сама история о похищении планет изначально планировалась для Crack in Time, и Insomniac очень хотела ее воплотить, но в итоге ее было решено отложить до лучших времен, когда стало ясно, что со всей затеей про путешествия во времени она не сочетается. И комикс предоставил идеальную возможность. Пусть даже он совсем небольшой, всего около 140 страниц, и прочитать его можно всего за час-другой, то сколько связей с лором вселенной, сколько развивающих его моментов, сколько важных для персонажей тем он в себя включает, на самом деле выглядит впечатляюще. Например, он исправляет ошибку о Crack in Time и восстанавливает справедливость для Талвин, делая ее одной из важных частей сюжета и давая ее собственной истории чуть ли не столько же дополнительной глубины, сколько та игра дала Рэтчету. Все потому, что Зог не просто представитель той же расы, что и Талвин, но он тоже знал ее отца и был о нем высокого мнения. Именно исследования Макса Аподжи привели Артемиса к вещи, которая легла в основу проекта Гелиос, осколку кометы Суринокс, который как раз и позволяет совершать все эти перемещения. И в этом Арти Максу весьма обязан. И он использует эту связь против Талвин, когда она попадает в его ловушку, чтобы морально сломать ее своими планами ликвидировать наш дуэт, к которому она, как и к своему отцу, весьма привязана. Так-то Артемис вообще внезапно получается одним из лучших злодеев во франшизе, как по мне. Он блестящий манипулятор, что хорошо вяжется с его карьерой в политике, и он настолько верит в свою идею, что варианта ее не реализовать для него просто не существует. Раз не дают это сделать по-хорошему, то теперь будет по-плохому. И я даже не знаю, плохо это или нет, что он сам отдает себе в этом отчет, несмотря на то, что ярость из-за попытки лишить его дела всей жизни натурально снесла ему крышу. Это гремучая смесь, которая способна натворить очень серьезных делов. Те осколки кометы, кстати, на самом деле не только являются ключевым элементом в проекте Зога, но они в принципе важны для самой вселенной, потому что они могут работать по-разному в зависимости от того, какую энергию к ним применить. Если она будет заряжена позитивно, то осколок сможет телепортировать предметы куда-нибудь, для чего их и использует Артемис. Но если энергия будет заряжена отрицательно, то это откроет портал в другое измерение. И именно благодаря этим кристаллам Ломбоксы в свое время смогли изобрести измеренитель, что очень на многое повлияло в этой вселенной. И именно эти кристаллы были взяты за основу как игровая и сюжетная механика в Rift Apart, которая вышла спустя 11 лет. Да и в целом комикс отлично переносит серию из формата видеоигры на бумагу, сохраняя практически все вещи, за которые люди эту вселенную и полюбили. Ее фирменный юмор остался на месте, название каждого выпуска, например, всегда содержит какой-нибудь веселый каламбурчик, типа множественные организмы, одно из рабочих названий All for One, кстати. One criticism we weren't prepared for was the title. Fans just found it too kid-friendly. For the record, like Chad and Sean's original title was Foreplay. When that one didn't clear, the one that I tried to push through was multiple organisms. And there you go. And there you go. There you have it. I think that may have been the fastest no I ever received from Sony. Здесь полно отсылок к прошлым событиям серии, камео старых персонажей, давно не видели Большого Элла и с радостью продолжим не видеть его дальше. Даже игровые механики используются для продвижения сюжета. Клэнк, например, использует кинетический захват ключа Рэтчета, чтобы выбраться из камеры заключения. И очень жаль, что здесь мы эту штуку видим в последний раз, потенциал у нее был огромный. Ну и социальная сатира здесь тоже имеется, в первую очередь в отношении всяких политиков и президентов. И посреди всего этого история все равно не забывает показать, как все эти события влияют на Рэтчета, как его попытки справиться со смертью Алистера и прочими личными травмами сталкиваются с ситуациями, в которых его близкие друзья сами оказываются в смертельной опасности, и ему приходится преодолевать себя и по сути заново учиться им доверять, чтобы самому не сделать еще хуже. Желание завязать со всем этим дерьмом это у него, конечно, не отбивает, но зато выбраться из депрессии в конце, пожалуйста. Это действительно очень крутой комикс. Если вы фанат серии, но до этого до сих пор его не читали, и я вас пойму, его не то чтобы сильно рекламировали, то я вам настоятельно рекомендую на досуге с ним ознакомиться. Это отличная попытка компенсировать, если не все, то многие брошенные на полпути темы, начатые еще в Tools of Destruction, и он дает нам многие вещи в этой серии взглянуть под немного другим углом. Пусть даже именно его сюжет, как просто последовательность событий, не то чтобы на многое влияет в общей картине, потому что, опять же, уже заранее было понятно, что прочитают его не все. Поэтому, ради сохранения хоть какой-то связи между играми, All for One сама берет кое-какие вещи из комикса, показывая, что Кворк стал президентом, а Нефариус не настолько мертв, как мы
мы думали, и изредка подсыпая еще небольшие отсылки к событиям комикса. На сей раз, к счастью или нет, проблемы, которые нам приходится разгребать всю игру, вызывает не Кворк, пусть даже он и появляется в самых первых кадрах. Он всего лишь прилетел получить свою награду межгалактический инструмент правосудия, которую хотят вручить за то, чего сам Кворк даже не делал, и которая на самом деле само собой не существует. Мне кажется, даже местные бы что-то так называть не стали. Это очередная ловушка, устроенная доктором Нефариусом, чтобы привести в действие свой очередной злодейский план. Только после своей почти смерти он, видимо, уже окончательно двинулся кукухой и до конца этот план не продумал, так что все пошло наперекосяк уже в самом начале, и на сей раз даже от Лоуренса помощи ждать не приходится, ибо тот прямо здесь и уволился, потому что с таким лузером вообще работать невозможно, или что-то типа. Поэтому теперь все четверо, Ratchet, Clank, Кворк и Нефариус, вынуждены работать вместе, чтобы остановить этого огромного светопоглощающего монстра, пока он не уничтожил весь город Люминополис, который как раз живет за счет всяких биолюминесцентных существ. И в первые же секунды не только геймплея, но и вообще хоть какого-то изображения на экране, ваши глаза сразу же зацепятся за то, насколько эта игра выглядит не так, как все остальные части серии. В первую очередь персонажи. Многим это почему-то не нравится, хотя у этого есть своя очень веская причина. Раз All for One это кооператив на четверых, не в этом смысле на одном экране, то камера должна быть фиксированная, чтобы все игроки всегда могли все видеть. Но это значит, что ее нужно сильно отдалить, а это сделает персонажей на экране очень маленькими. И чтобы они визуально не терялись на фоне всего остального, им всем нужно было изменить пропорции, подогнав их примерно под один и тот же рост и ярче выделив их самые значимые внешние черты. Мне кажется, вышло вполне себе хорошо, и в целом этот обновленный дизайн персонажей мне нравится в качестве эдакого ответвления. Хотя, естественно, Рим строился не за день, и кое-какие мелочи в All for One все же упустили. Ratchet, например, снова куда-то растерял половину своей шерсти, Clank в геймплее мог бы быть еще капельку побольше, ну и самое страшное, Капитан Кворк лишился своей знаменитой ямки на подбородке, и если Ломбоксу после этой игры мех вернули обратно, то вот это преступление так и осталось неискупленным до самого конца эпохи PS3. Но игра преувеличивает не только визуальные пропорции персонажей, но и еще одну из фирменных фишек серии, где в каждой игре каждый раз по прибытии на любой уровень вам открывается широкая панорама практически всей локации. All for One же такая практически целиком. Здесь каждый кадр своя отдельная панорама, благодаря тому, что камера на протяжении всей игры поставлена и срежиссирована вручную. Еще в этом помогает тот факт, что в отличие от своих предшественниц, эта игра полностью абсолютно линейная, и как такового исследования уровней здесь нет. Это отнимает геймплейную глубину, но зато это позволяет сделать каждую локацию намного более визуально насыщенной, и да укуси меня водопроводчик, если эта игра не выглядит чертовски красиво. Да, ей в этом году стукнуло уже целых 13 лет со дня релиза. Да, она работает в разрешении, которое скорее всего, но это не точно, даже ниже, чем 720p. И да, это первая игра серии от Insomniac, которая работает при 30 FPS. Но то, сколько много визуальных деталей художники и модели смогли впихнуть в каждый из этих пикселей, как они смогли блестяще все это осветить и насколько грамотно они поработали с материалами, и насколько эффективно новые для PS3 игр серии эффекты глубины резкости и размытия в движении передают масштаб локаций, на самом деле впечатляет даже сегодня. Визуально игра состарилась просто отлично. Да, но выглядит все равно неплохо. Ну, не, ну пока все и сам как будто PS4 игра. 11-й год, тем не менее. Помогает игре в этом и в принципе огромное разнообразие пейзажей, которые часто действительно захватывают дух, и бескрайние просторы гор и равнин, на которые вы смотрите с головокружительной высоты, и завораживающие в своей заброшенности морские порты, и романтично мрачные и густые леса, да именно так, в которых легко заблудиться, здесь всегда есть от чего получить эстетическое удовольствие. И этим игра одновременно и маскирует, и как бы компенсирует другую весьма основательную для серии вещь, которой она сама лишилась. В отличие от всех остальных игр, действие All for One почти целиком происходит только на одной планете, и это сам по себе весьма интересный момент. Хоть по меркам серии это чуть ли не богохульство, хотя, как сказать, в двух последующих играх в каждое количество планет можно по пальцам одной руки пересчитать, так что сильно ли они лучше. Но это шаг, на который необходимо было пойти сюжетно. В конце концов, в нашей компании героев находится Нефариус, который при первой же возможности попытался бы свалить, что он и делал на протяжении игры и в конце таки добился своего. Но также это еще один пример идеи, которую студия вынашивала раньше, но не смогла реализовать и отложила в долгий ящик. У этого экземпляра ноги растут уже прям далеко, в самом начале производства Ratchet Deadlocked. Одним из ее первых концептов была вещь, которую студия тогда назвала Ratchet & Clank Nexus, опять же не путать с Into the Nexus 2013. Стоп, я это уже где-то говорил раньше. В той игре Ratchet & Clank как раз оказались бы на одной планете, охваченной масштабным межрасовым конфликтом, и у них обоих были бы разные взгляды на происходящее. Тогда от этой идеи отказались, перебрав еще несколько перед тем, как остановиться на финальной идее того, чем в итоге стала
стала Deadlocked. Но вот в All for One она вернулась снова и сработала отлично. Нет, Quest for Booty не считается. Как минимум, это дает одну из немногих в серии возможностей взглянуть и на уже появлявшиеся ранее, и на новые планеты с разных ракурсов. Так, если обернуться назад, то большинство планет, что мы видели в серии, мы видели лишь единожды, и это всегда была лишь одна их маленькая часть. Поэтому Endaka из Going Commando — это вон тот город, Флорана из Up Arsenal — это вон тот лес с аборигенами, Ковен из первой части — это вон та снежная планета и так далее. Люминополис же находится на планете Иглиак, которую мы уже видели в финальном акте Tools of Destruction. Вот только там это был другой город, и эти места друг на друга мало похожи. Почему? Я думаю, вы и сами видите. Здесь совсем другие цвета, очень сильный акцент на светящиеся штуки и, например, заметно большее количество растительности. Однако сильно много времени в этом цивилизованном мире нам провести не получится. Когда нашему квартету наконец удается одолеть чудовище, это привлекает внимание штуки под названием Эфемерис, собирателя существ, который летает по всему космосу в поисках всяких существ и зачем-то забирает их с собой. Своим хабом эта штука выбрала планету Магнус, куда вместе со Светожоркой она забирает и нашу четверку. Почему Эфемерис ошивается именно здесь и зачем она это делает, никто не знает, и на протяжении игры нам и предстоит это выяснить и впоследствии остановить ее. На этом месте сюжет не то чтобы останавливается, он все еще будет подаваться небольшими порциями раз в какое-то время, но он убирается из центра внимания, давая больше пространства именно самой игре. Все потому, что она знает, чем является, и что когда в одну игру играют сразу несколько человек, им обычно интереснее взаимодействовать и прикалываться друг над другом, чем вдаваться во все сюжетные интриги. Один не получил. Такой подстал, слушай. Куда? Это месть тебе за подставу. Не получится. Поэтому происходящее в этой игре по итогу не то чтобы имеет какое-то особое значение в масштабах серии, а повествование отвлекает на себя внимание лишь где-нибудь раз в примерно полчаса или реже с помощью небольшой кат-сцены, где обязательно есть над чем хотя бы похихикать. И юмор здесь без шуток весьма смешной. Sure, it's a dangerous planet riddled with murderous robots and exotic predators, but take away all that, and what do you have? A presidential retreat / water park. Can I kill him now? No. I can make it look like an accident. How? Ratchet. All right, no. Вообще, про эту игру и про следующий спин-офф тоже не сильно много что есть рассказывать. Сюжету они придают меньше внимания, чем обычно, а геймплейно они тоже представляют из себя намного более простые игры, в которых гораздо меньше наполнения и вообще штук, которые можно делать, чем в основных частях. Однако я не думаю, что это плохо, потому что в этом как раз вся задумка. Обе игры ставят перед собой задачу дать в целом совсем другой опыт, сфокусированный на других вещах, и в этом они добиваются вполне хорошего успеха. Это не делает их по определению худшими играми по сравнению с другими частями. All for One, как в первую очередь кооперативное приключение, делает все в своих силах, чтобы всем 4 игрокам всегда было весело, хоть благодаря ситуациям, в которые они попадают, хоть благодаря их взаимодействию с системами и механиками, что игра предоставляет. Дабы это веселье обеспечить, Insomniac провела очень много времени, штурмуя идеи и создавая тонны геймплейных прототипов, чтобы в итоге у студии получилось испечь из этого тортик. И это не я прикалываюсь, это они сами придумали эту аббревиатуру. Она означает, что если какой-либо элемент попадает в игру, то он должен быть кооперативным, активным для всех игроков, кинетическим и легким для понимания. В перевод это не укладывается, но да, в итоге получился тортик. И ввиду того, что All for One это все же полноразмерная игра, которая длится примерно те же 10-12 часов, что и большинство других игр серии, я нахожу весьма впечатляющим, что на протяжении почти всего этого времени у нее отлично получается придерживаться этой формулы, никогда не давая игрокам заскучать. Что звучит еще более впечатляюще в контексте того, что ничего подобного студия раньше не делала. И этот тортик совсем не ложь, потому что на процесс всегда влияют все задействованные игроки. В игре есть много постановочных моментов и уникальных механик, которые задействуются только в конкретных сценах. То нам нужно балансировать на несущемся через весь город такси, пытаясь объезжать препятствия, то мы пытаемся крепче держать друг друга за руки, чтобы никто не упал вниз в аэротрубе, то нам нужно сообща управлять маленьким надувным плотом, чтобы доплыть до берега и не напороться на всякие штуки, которые могут нас утопить. Что-нибудь веселое происходит постоянно. При этом только на такие моменты игра не полагается, потому что даже обычный геймплей, с которым вы проводите большинство времени, специально заточен под то, чтобы с каждым его элементом всегда взаимодействовали все игроки. Например, впервые в HD-эре к нам возвращается сосущая пушка, только в сильно измененном виде, что делает ее необходимым инструментом на протяжении всего прохождения. Засасывать в себя мелких врагов и выстреливать их обратно эта штука все еще может, однако теперь этот пылесос-переросток постоянно задействуется для головоломок и кооперативных действий. Перекинуть кому-нибудь предмет через ущелье, подлечить павшего союзника, не спрашивайте, почему это делается
делается именно пылесосом, или запулить напарника на другую платформу, чтобы можно было пройти дальше. Ну или не на платформу, а куда-нибудь в бездну, тоже вариант. Крюк-кошка теперь тоже работает по-другому и заставляет всех действовать сообща. Вся команда теперь цепляется куда-нибудь за ногу предыдущему, и в итоге всем нужно вместе раскачиваться на каждом крюке, чтобы добросить каждого тиммейта до следующего крюка, а потом хвататься уже за ногу ему. Со всей прикольной физикой, на которую это полагается, здесь открывается много возможностей и для дружеских подстав, и для прочей ржаки. И что? Куда это ты? Ты что со мной сделал? Что? Я ничего, ты сам упал. Само собой, всякие гаджеты в игре тоже есть. Они используются в основном для преодоления всяких препятствий, ну и иногда для головоломок. И юзать их, понятное дело, тоже надо всем вместе. Даже сражения с врагами трансформировались для того, чтобы по максимуму задействовать кооператив, при этом не потеряв того, что делало их веселыми в одиночных играх серии. Как и обычно, у нас есть много всяких разных видов оружия, которые мы применяем против одного из самых разнообразных ростеров врагов в серии. И как и обычно, нам приходится активно повсюду двигаться, чтобы в нас не попали. Однако изюминка в том, что если каждый будет сражаться сам за себя, то этим игроки будут только усложнять себе жизнь. Чем больше из собравшихся будут одновременно палить в одного и того же гада, тем лучше. А если при этом еще и использовать одинаковое оружие, то это вообще идеально. На этом на самом деле завязана отдельная механика, которая называется перегрузка. Игроки, палящие по одному врагу из одного оружия, со временем автоматически начинают ускорять свой поток огня и наносимый урон до тех пор, пока это не достигнет критической отметки, и тогда активируется уникальный для используемого оружия эффект. Чаще всего это какой-нибудь взрыв, который может просто резко нанести супостату особо много боли. Но есть и более интересные штуки, которые могут, например, разом превратить и цель, и находящихся рядом с ней неудачников в свинок, или создать электрическую сеть, которая будет распространяться чуть ли не по всей арене. Это очень мощная механика, без использования которой и выжить становится гораздо сложнее, и в принципе из сражений пропадает заметная доля веселья. В плане самого оружия игре тоже есть чем похвастаться. Помимо уже в который раз вернувшихся за эпоху PS3 пистолета или мистера Зуркона, здесь есть, например, уникальные орудия для каждого из персонажей. Рэчет получает своих двойников, которые могут отвлекать врагов и стрелять в них. Клэнк с какого-то перепуга единственный раз в серии может использовать силы Зони, чтобы замедлять врагов. У Кворка появляется щит, который может защитить его от любого встречного урона, а Нефариус может становиться невидимым, чтобы атаковать врагов, не привлекая к себе внимания. Ну и общий для всех арсенал тоже содержит свои интересности. С помощью громохлопа можно создавать небольшие локальные грозы и наносить врагам постоянный урон молниями. Впервые появившиеся в HD боксерские перчатки стали лучше, чем когда-либо, потому что каждый удар наносится с такого нехилого разгона, что этот фистинг негодяям до конца их короткой жизни запомнится. А с помощью морозной пушки можно превращать врагов в ледышки, которые затем рассыплются от любого чиха. И самое крутое, что это работает даже на некоторых боссах. А Райна здесь вообще одна из самых необычных в серии. Во-первых, получить ее можно только через единственную в этой игре побочную активность. По ходу игры вы будете постоянно натыкаться на маленьких зверюшек, которых можно очень по-варварски собирать своим пылесосом. И время от времени вам будут встречаться входы в лаборатории некоего доктора Кроида, который, кстати, и создал Эфемерис, но кому бы это было интересно, каждый из которых открывается только при наличии определенного количества существ. Внутри вас будут ждать особые головоломки, очень даже интересные, кстати, которые надо решать на скорость и грамотно кооперируясь со своими напарниками. И за завершение каждой из них вам будут выдавать часть оружия. Всего таких 6, и из полученных частей собирается не просто пушка, а целый, мать его, экзоскелет, который даже в одиночку может почти кого угодно вынести с одного удара. А уж если перегрузку устроить, на экране не останется вообще никого. Единственное, что мне не нравится, здесь Райна зачем-то пытались балансировать, и в итоге этот безумный урон компенсируется тем, что у костюма есть только 12 зарядов, которые крайне быстро расходуются, так что даже толком насладиться не особо получается. Insomniac, не надо так. Райна всегда была намеренно сломанным оружием. За исключением этого, пользоваться оружием здесь как всегда весело, однако ради того, чтобы это веселье достигалось максимально бесшовно в компании людей, игре пришлось пожертвовать еще одной из главных вещей, что сопровождали каждую часть серии, начиная еще с Going Commando. Здесь больше нет никаких левелапов и апгрейдов.
Ну, почти никаких. Как и в самой первой части, у каждого члена команды теперь снова есть лишь 4 единицы нанотеха, которые здесь нельзя увеличить, и любой принятый удар всегда лишает персонажа 1 единицы. И как и в первой части, ни у одного ствола здесь нет возможности увеличить свой уровень. Что купили, с тем и ходим до самого конца. Единственное, для пушек можно покупать свои отдельные улучшения, которые могут увеличить боезапас, урон, и у каждого есть свой элитный апгрейд, который сделает оружие еще чуть мощнее и даст ему какой-нибудь небольшой дополнительный эффект. В любом случае, для каждого ствола можно купить максимум 3 улучшения, которые могут продлить его, так сказать, срок службы в вашем арсенале. Но все, что вам для этого нужно, это деньги. В этом месте у игры появляется и небольшой соревновательный элемент, потому что в конце каждой секции подводятся итоги того, как каждый из игроков себя проявил. Сколько денег получил, сколько врагов уничтожил, сколько зверюшек собрал, сколько раз умер и так далее. Все. Так, ну-ка, кто выиграл? Ну все, кто батя? Кто батя? Не понял. Чуть-чуть! Дуго! Чуть-чуть! Опять я что ли проиграл? Вот проиграть вот на столечко наверняка обиднее. Пососи! В рамках самой игры эти лидерборды толком ни на что не влияют, потому что бонусы за прохождение в итоге все равно все получают одинаковые. Но зато это может выиграть вам повод хвастаться и злорадствовать над своими компаньонами в реале, и как следствие привести к тому, что в следующий раз вас случайно могут скинуть с обрыва. И бонус для них в этом будет, потому что кошелек у каждого игрока свой индивидуальный, а не общий на всех. Так что если вы хотите себе все самые крутые игрушки, постарайтесь получить как можно больше болтов первыми. В целом-то это все, что стоит знать об этой игре в плане геймплея. Ну да, еще здесь тоже можно особые болты собирать, несмотря на линейность уровней. Награда в очередной раз лишь скины, к сожалению. Однако благодаря этой линейности, даже эта элементарная охота за собирашками в компании превращается просто в быструю и непринужденную активность, выполнять которую совсем не обязательно, но если очень хочется, то от основного блюда дольше, чем на минутку-другую, никто не отвлечется. И именно в этом All for One показывает себя с лучшей стороны. Она прекрасно понимает, когда нужно замолчать и дать вам с друзьями просто повеселиться. Опять же, на протяжении всех своих примерно 10 часов она постоянно дает вам интересные ситуации, через которые весело проходить в компании. Огроменный бестиарий врагов постоянно развивает сражения и не дает им стать скучными даже к концу. Полностью настроенный на кооператив процесс в целом позволяет любому конкретному сборищу людей поржать друг над другом или игрой почти в любой момент. У меня одно ХП осталось. А у меня 4. Завидуешь, да? Опять. Мгновенная карма. И лишь раз в какое-то время игра сама ненадолго вклинится в тусовку, чтобы дать вам немного передохнуть, или передохнуть, как пойдет, и посмеяться над какой-нибудь своей собственной шуткой, потому что, опять же, шутить она умеет весьма и весьма неплохо. You've done some underhanded things in your time, but this beats all. I'm starting to think there may not even be an Intergalactic Tool of Justice award. Ladies and gentlemen, your president. На самом деле, я проходил игру вдвоем вместе со своим другом, который и сам в серию вовлечен лишь постольку-поскольку. Не то что я, тем более после всей этой ретроспективы. И мы оба совершенно не ожидали, что нам будет так весело. Я после своего одиночного прохождения не думал, что кооператив даже вдвоем настолько изменит впечатление. А для него All for One оказалась просто классной игрой, в которую очень весело гонять в компании. И после того, как я заставил его ко мне присоединиться под дулом пистолета, он сам все расчухал и уже и сам был не против продолжить. Ну ладно, это я уже преувеличиваю, конечно, но суть вы поняли. А что за защита не встал-то? Я пытался. А как ты спасатель? Спасатель. А можно скинуть? Я хочу скинуть. Чипс. А да, не, смотри, видишь, не работает. Ой-ой, такой. Нет. И чтобы уж совсем добить эту игру похвалой, она еще и обозначает возвращение в серию хорошей музыки после того недоразумения, что было в A Crack in Time. All for One приносит нам третьего в серии композитора, которого зовут Майкл Брос, и вот уже он, в отличие от Бориса с непроизносимой фамилией из прошлой части, задержится с нами на ближайшие несколько игр. И еще в отличие от того Бориса, Брос правильно понял, как работали абсолютно заслуженно обожаемые фанатами серии оригинальные саундтреки авторства Дэвида Бержо и попытался воссоздать заложенные им основы в своем стиле. И я без зазрений совести скажу, что его дебютная же работа входит в список моих любимых саундтреков серии. У нас снова есть человеческая перкуссия и акцентно-басовые партии, которые вместе задают ритм, под который дрыгаешь головой и которому подчиняется весь остальной ансамбль инструментов.
нас снова есть постоянная смена инструментов, ритма и всего прочего. В какой-то степени даже еще круче, чем раньше, потому что на сей раз музыка стала динамической и теперь старается активно подстраиваться под ситуации. У нас снова есть инструментальная сложность. Синтезаторы такие, сякие, тут флейта, там хор. Для первой демонстрации Райна вообще чуть ли не металл-концерт запилили. Музыка снова изо всех сил старается изображать звуковые портреты мест, в которых мы находимся, и ситуаций, в которых мы оказываемся, каждый раз применяя разное звучание и меняя большую часть инструментов, но все равно оставляя ритмичную электронную основу, которая, как и старые добрые, никогда не позволяет забыть, что у нас здесь все равно космос и немного sci-fi. Однако и от Бориса один элемент здесь сохранился. Этот саундтрек тоже использует лейтмотив, но на сей раз уже куда более успешно, не втыкая его в каждую композицию, и каждый раз используя для него разные инструменты и ритм, из-за чего он не сидит постоянно настолько на виду и дает вам возможность найти его самостоятельно. Тем более, что в звучании этого саундтрека снова есть что искать. Здесь снова появляются интересные сочетания инструментов. Замаскированные на фоне звуки и сэмплы, которые делают звук более полным и целостным.
даже свои собственные отсылки и цитаты саундтреков других произведений. Здесь всегда много между чем есть прыгать ушами в попытках распознать все звуки и партии, что было одной из фишек музыки Биржо. Она была сложная, и ровно то же самое можно сказать и о работах Майкла Бросса. Они тоже сложные, и они сохранили ключевые вещи, которые в свое время установил Биржо. Однако многие люди эти саундтреки все равно недолюбливают, и лично мое мнение, все потому, что даже несмотря на все вышесказанное, это все равно не Биржо. Ну и то, что было в A Crack in Time, вероятно, тоже репутацию музыки подпортило. Здесь нет его фирменных звуков и сэмплов, ставших уже родными за 8 игр. Живые инструменты и оркестр звучат по-другому. Здесь не так много сложных музыкальных приемов, типа разного ритма параллельно идущих партий инструментов и синкоп. И да, этот саундтрек все же налегает на оркестр немного, и я подчеркну, немного больше, чем Биржо. Справедливо. Но я считаю, что не стоит требовать от одного артиста полного воссоздания работ другого артиста. Это так не работает. Работы разных композиторов в любом случае будут звучать по-разному, потому что у них разный опыт, разный бэкграунд, разное образование и умения, разное все, и один не обязательно должен быть лучше, чем другой. Саундтрек A Crack in Time действительно пролетел мимо, потому что он не понял до конца, какой звук он должен иметь, чтобы вписаться в серию, и как следствие нарушил все заданные ранее стилистические основы местной музыки. А вот саундтреки Майкла Бросса это задание поняли. Да, они выполнили его несколько не так, как это делали работы Биржо, но это не должно автоматически быть плохо. Он не сделал хуже, он сделал просто в своем стиле, однако основу он сохранил полностью и при возможности даже пытался передать дух самого Биржо. Так что да, я считаю, что Soul for One в серию снова вернулась отличная музыка. Не такая, как раньше, но все еще крутая, все еще в тему и которая все еще знает, чем запомнится. Но каким бы классным ни был саундтрек, как бы ни было впечатляюще, что эта игра, будучи первым полностью кооперативным проектом студии, умудряется успешно предоставлять веселье всем игрокам, даже будучи при этом полноразмерным приключением, эта продолжительность в какой-то степени играет против нее самой, потому что даже нам вдвоем приходилось собраться 4 отдельных раза, чтобы пройти игру от начала и до конца, и эта эпопея растянулась на несколько месяцев. Начали мы еще в декабре 2023-го. Все как раз потому, что вот так собраться вместе не всегда бывает возможно. То вы заняты, то ваши друзья, то вы все вместе, и вот так игра может вообще выпасть из внимания. И хотя, казалось бы, даже без этого у вас все еще есть варианты ее пройти, но они все выглядят гораздо хуже, чем пригласить своих ребят в гости и зависнуть вместе на одном диване. Теоретически вы можете попытаться воспользоваться сетевым кооперативом, потому что, естественно, такая опция здесь тоже есть. Вот только косяк в том, что All for One вышла в 2011 году на PlayStation 3. Пока пользователи Xbox 360 были вынуждены платить по $60 в год за подписку Xbox Live Gold, чтобы играть по сети, люди с PS3 тыкали в них пальцами и смеялись, потому что у них онлайн был бесплатный. Вот только немногие хотят помнить, что как раз примерно на рубеже 2010-х на PS3 возникло такое явление, как сетевые пропуска, с помощью которых издатели надеялись монетизировать технически бесплатные сетевые функции. Для тех, кто не помнит, когда вы покупали новую игру, в коробке с ней лежал одноразовый код, который вы могли погасить в магазине, и он давал вам доступ к онлайну в этой игре. Но если вы этот код потеряли, не успели погасить, купили игру с рук, а код уже был использован, то вам пришлось бы заплатить дополнительные деньги за новый сетевой пропуск, который опять же применялся только к этой конкретной игре. Не такой уж и бесплатный на PS3 был онлайн. И All for One была одной из первых игр от самой Sony, как раз вслед за первооткрывательницей в лице Resistance 3, вышедшей всего месяцем ранее, что тоже начали использовать сетевые пропуска. И хотя с выходом PlayStation 4 Sony обновила правила и запретила эти пропуска как практику вообще, ибо отныне доступ к онлайну, как и на Xbox, стал частью подписки PlayStation Plus. Для All for One так и не было выпущено никакого обновления, которое убрало бы требования пропуска, а он сам даже не был снижен в цене или сделан бесплатным, а некоторые другие издатели именно так и поступили. Поэтому если вы хотите погонять в All for One по сети, то будьте добры, с вас $10. И даже если заплатите вы, то этот барьер все равно остается для других людей. Если вы рассчитывали поиграть по сети со своими друзьями, у которых по счастливой случайности тоже завалялась PS3, то пропуска, скорее всего, придется купить и им тоже. Если вы попытаетесь загрузиться в лобби с рандомами, опять же, вы полагаетесь на то, что в этот момент в игру зайдет другой человек с активным пропуском. Я свою игру покупал с рук, поэтому, само собой, мой пропуск уже давно или был использован, или истек, поэтому я потратился на новый. Сервера в игре все еще живые, вот только просто вот так взять и поймать хотя бы одного человека
я за все это время не смог. Самый верный вариант попытаться поиграть с кем-нибудь по сети — это бросить клич на сабреддите RNC, однако даже это не гарантия, и не потому что вам там не ответят, кто-нибудь там всегда найдется, а потому что, вполне возможно, найденный вами человек может присоединиться к вам лишь на минутку, чтобы помочь вам получить трофей за участие в сетевой игре. Если вы хотите именно поиграть с кем-нибудь, то ваши шансы еще меньше. И в сумме это создает весьма ощутимый барьер для кооперативного прохождения. Если вы играете локально, вам нужны друзья, несколько геймпадов и много свободного времени у всех одновременно. Или же вы можете попытаться вовлечь в это дело свою семью, но это при условии, что ей такое вообще будет интересно. Если вы играете по сети, то вам нужно платить за сам шанс найти хотя бы одну душу, которая хочет того же, что и вы. И если ни один из вариантов к вам не применим, то да, вы можете пройти All for One в одиночку. В этом случае игра выдаст вам одного управляемого ИИ-компаньона. Обычно это Clank, хотя если вы сами решите играть за него, то вам на спину будет запрыгивать уменьшающийся Капитан Кворк, что прикольно. И пусть игра соло — это действительно способ ее пройти, именно в таком формате становится наиболее явно, насколько сильно игра полагается на взаимодействие нескольких игроков. Фиг даже с тем, что ваш ИИ-союзник особым умом и сообразительностью не отличается и может время от времени бесительно тупить. Тут большая потеря как раз в том, что вам больше не приходится кричать на своих друзей, чтобы при решении головоломки они дергали вот этот рычаг, а не вон тот. На треугольник-то нажмите, я нажал. Нет. Вам не с кем ржать на весь дом, когда вы все разом умираете по совершенно идиотской причине. А, ты просто далеко. Я думаю, нужно было кричать. Ай! Что там? Там, это... была дырка. Я О, спасибо, спасибо. Эй, но все равно зачем будет у тебя больше? Даже. Теперь мы зачепаемся. Вам не с кем кайфовать от смешнявок, которые подкидывает сама игра. За что, свинку? Свинку жалко. Вам не с кем заполнять эфир, который игра сама значительную часть времени оставляет пустым, чтобы вам с друзьями было о чем поболтать. Она все еще остается красивой, она все еще остается забавной, у нее все еще интересный геймплей, но все это ощущается гораздо более пустым, когда вы играете одни. Если вы сможете найти себе компанию хотя бы из одного человека, то это уже полностью изменит весь опыт. Даже вдвоем это уже отличная кооперативная игра, которая даже спустя 13 лет после релиза ни разу не ощущается устаревшей. И это отличный показатель того, что бывает, если дать разработчикам достаточно времени, чтобы они смогли тщательно продумать всю концепцию и успели воплотить все, что нужно, чтобы финальная игра имела правильный фокус и могла воплотить все поставленные перед собой задачи. Она задумывалась быть игрой, в которую весело играть в компании друзей, сохранив при этом как можно больше основных вещей, которые делают эту серию собой, и с этим она справляется прекрасно, как по мне. И больше того, даже несмотря на то, что это чистейшей воды спин-офф, несмотря на то, что вся тема с Эфемерис, ее создателем и живностью на планете не имеет особого значения или влияния на вселенную, в конце концов даже сама игра часто задвигает это на второй план и не старается заострять на этом внимание. Она все равно дает много хороших моментов для самих персонажей. Тот факт, что наша четверка вынуждена всю дорогу действовать сообща, не только создает много действительно комичных взаимодействий, но и дает им раскрыться с новой стороны или понять важные для себя вещи. Рэтчет, например, именно благодаря этому приключению осознает, что геройствовать ему все-таки нравится больше, чем жить тихо и мирно самому по себе, и это уже окончательно выбивает его из той нижней точки, в которой он был. На какое-то время, во всяком случае. Кворк и Нефариус тоже не отстают. Длительное нахождение вместе позволяет им хотя бы чуточку уладить свою вражду, давая первому наконец-то извиниться за то, как он вел себя в школе, а второй, на удивление, эти извинения принимает, и это на самом деле одна из сразу нескольких сцен, где демонстрируется, что, быть может, где-то в глубине души, если она у него все-таки есть, он все же не настолько злодей, каким он пытается быть. Clank, ну, он существует, здесь все как обычно. И вообще получается, что игру так-то есть за что любить. Больше того, поначалу люди даже относились к ней весьма неплохо. Это уже потом они переключились на хейт и стали включать ее в списки худших игр в серии. И несмотря на то, что я здесь почти всю дорогу говорю об All for One хорошие вещи, я могу понять такую реакцию. Если в лоб сравнивать ее с другими частями серии, да, на их фоне она определенно выглядит слабо. Здесь в целом далеко не настолько интересная история. Геймплей растерял почти всю свою традиционную глубину практически во всех аспектах. Ни исследования уровней, ни адекватной прокачки, ни нелинейного выполнения заданий. Арт-дизайн в каком-то смысле стал ну совсем уж детским. В общем, причины есть. И именно за похожие вещи я сам ранее критиковал ту же Size Matters, например. Однако я считаю важно учитывать, чего именно хочет добиться сама игра. Size Matters пыталась лишь воссоздать классическую формулу серии на портативной консоли. И хоть она в целом справилась с основами, практически все вещи она сделала ощутимо хуже, чем предшествующие ей части, и для большинства из них портативный формат оправданием не является. All for One же как раз специально не пытается идти той же дорогой,
дорогой, что и остальная серия. Она хочет сделать что-то свое, и поэтому то, насколько у нее получился тот или иной момент, следует оценивать именно относительно этого. И правда в том, что те вещи, которые она делает хуже остальных частей, помогают ей стать такой классной кооперативной игрой. Для этого жанра глубина не так важна, как простота и веселье, и All for One это поняла. И чтобы застолбить, насколько изначальный прием отличался от того, как об этой игре любят говорить сейчас. Пусть в рецензиях ее отметили далеко не настолько хорошо, как предыдущие части, оценки все равно были относительно неплохие, а сама игра в итоге продалась тиражом около 1,5 миллиона копий, что было вполне нормальным показателем для серии на тот момент. Но важно учитывать, что игра на релизе стоила full прайс, все $60, а год на дворе был 2011, сами знаете, какая там была безумная конкуренция. В один день с All for One вышла Batman Arkham City, в том же месяце Battlefield 3, Rage и Forza Motorsport 4, по соседству Resistance 3, Dark Souls, Skyrim, Modern Warfare 3 и Uncharted 3. И вот этот вот маленький кооперативный спин-офф для всей семьи все равно умудрился оказаться не провалом. И с одной-то стороны можно рассудить, что все эти игры не являются ей прямыми конкурентами, но с другой, если вы застали серию в начале ее пути, будучи еще мелким, то к этому времени вы уже как раз начали бы именно на такие игры и переключаться. Вы же уже подросток, вам подавай вещи серьезнее, а всякое мультяшное уже пусть детям остается. Вот эта растущая с каждым годом разница в возрасте между уже бывалыми фанатами серии и новыми игроками, это главная причина, почему франшиза по сей день продолжает пытаться нащупать ту золотую середину, где и новичкам будет клево, и старичкам еще будет что ловить. All for One как раз была одним из ярких примеров этого. И не только потому, что у нее в названии нет какого-нибудь каламбурчика, который оценят люди постарше. Варианты таких названий еще как были, и даже хлеще, чем обычно. К этому моменту Ratchet & Clank уже была весьма долгоиграющей серией, в которой игр вышло столько же, сколько ей самой было лет. И пусть даже все они были классные, ну или хотя бы пытались быть такими, и старались каждый раз делать хотя бы что-то новое, но стоит признать, что большинство из них все равно были весьма похожи друг на друга, стараясь следовать той формуле, что еще в далеком 2003-м задала Going Commando. Однако долгоживущие франшизы не достигают своих лет, все время двигаясь в одном и том же направлении. Хотя бы время от времени им нужны эксперименты, смена направления, что-то фундаментально новое, что освежило бы всю серию и обновило бы к ней интерес. Поэтому, например, я один из тех людей, кто предпочитает Need for Speed той же Forza. И именно эти эксперименты каждый раз, по моему мнению, являются одной из главных причин, почему та серия в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, а не валяется давным-давно на свалке. И после того, как A Crack in Time чуть не сломала саму студию, при этом все равно являясь весьма традиционной игрой по меркам серии во многих аспектах, и тем самым обозначила Insomniac, что ей срочно стоит менять свою рабочую культуру, для таких экспериментов настало самое время, а новые тренды в индустрии и открытая концовка самой A Crack in Time дали весьма большой простор для таких перемен. Реакция публики на тот момент показала, что во всем этом был смысл, пусть и без своих проблем здесь тоже не обошлось. А в 2012 году серия собиралась отмечать свой первый юбилей, и не отпраздновать такое событие было нельзя. Как бы пытаясь еще раз сказать, что All for One была лишь экспериментом и что серия не собиралась полностью переходить на такой стиль, Ratchet & Clank Full Frontal Assault уже на своем вступительном экране показывает наш дуэт, который просто тихо и мирно работает над кораблем, прямо как в старые добрые, и чего мы не видели еще со времен Tools. По факту же с классикой серии эта игра по-прежнему имеет не так много общего, и поэтому ее тоже нынче любят хейтить. Справедливости ради, эту игру изначально встретили чуть прохладнее, чем All for One, но игрокам она сначала все равно больше нравилась, чем нет. И в целом да, Full Frontal Assault в Европе Q-Force, ибо переводить завуалированные грязные шутеечки на столько языков слишком сложно, тоже вполне себе ничего, пусть даже в разговоре о ней особо не о чем распространяться. Это просто небольшая игра, с помощью которой Insomniac хотела отметить 10-летний юбилей серии вместе с HD-переизданиями оригинальной трилогии, а заодно немного развлечься с идеей реактивных ботинок из A Crack in Time и, наконец, ответить на просьбы людей, которые умоляли о возвращении в серию соревновательного мультиплеера, типа того, что был в Up Arsenal и Deadlocked. В связи с тем, что эта игра такая маленькая, информации о ее разработке в принципе почти нет. Даже сама Insomniac в своей презентации на GDC, на которую я всю дорогу ссылаюсь, уделила ей всего 12 секунд. Что в принципе логично, потому что Full Frontal Assault делала та же небольшая команда, что отвечала и за All for One. Только на сей раз времени у нее было почти в 3 раза меньше, и это видно. Локации не особо блещут красотой, при этом игра весьма часто подтормаживает, и это с целью фреймрейтов 30 кадров. А возвращение к традиционной камере от третьего лица на базе фундамента All for One привело к тому, что вся игра и движение персонажей
персонажей ощущаются несколько тугими и неповоротливыми. Это как раз выглядит как игра, которая была по-быстрому слеплена небольшой командой и отправлена в продажу подешевле. Ну и как бы так и было. На релизе Full Frontal Assault стоила всего лишь $20, и это с учетом того, что благодаря возможности кросс-покупки вам одновременно доставалась и копия для PlayStation Vita. Ну, как одновременно. Выход версии для портативки откладывался 2 раза и случился аж спустя целых полгода после большой версии на PS3, и даже при этом FFA на Vita оказалась полным ужасом. В качестве компенсации не за качество порта, а за то, что он был отложен, хотя в ретроспективе, как знать, вместе с каждой копией игры, хоть физической, хоть цифровой, шел подарочный код для скачивания HD переиздания Ratchet Dog для PS3, который сам вышел только вместе с релизом FFA на Vita и в итоге тоже оказался мусором. Ирония прям изо всех щелей бьет. И говоря о физических изданиях, изначально они, как и с Quest Fubuki, не планировались, но затем случился разворот на 180 градусов, и PS3 версия игры вышла на дисках во всем мире, а не только в Европе, как Quest, что с одной стороны звучит как хороший ответ на запросы сообщества, но с другой, именно вот этот факт в сочетании с тем, что сама игра не то чтобы хорошо продалась, в итоге привел к тому, что сейчас физические издания найти уже не так просто, и стоят они, ну, скажем так, много. А Vita версия тем временем так и осталась только в цифровом виде. Несмотря на то, что Full Frontal Assault это в первую очередь мультиплеерная игра, у нее все же есть небольшая одиночная кампания, которую также можно пройти и в кооперативе, по сети или локально. За несколько месяцев до игры Капитан Кворк проиграл президентские выборы. Видать, импичмент, которыми ему грозились еще в комиксе, повлиял. И теперь он вынужден зависать на своем звездном крейсере Феникс 2 один-одинешенек, насмерть умирая со скуки. Ну, почти один. На борту какого-то фига оказался наш дуэт, и во время их попыток взбодрить Кворка всей компании является наш главный злодей на ближайшие часа 3. Да, вон тот суперфанат Капитана Кворка из Going Commando, которого на самом деле звать Стюарт Зюрго, это наш антагонист. Со временем он разочаровался в своем идоле, да настолько, что теперь он хочет разрушить ему жизнь, украв ключ доступа к галактической погодной системе, которую Кворк установил на налоги граждан, устроить с ее помощью какой-нибудь глобальный катаклизм, а потом подставить бывшего президента, обвинив в произошедшем его. А в конце мы его побеждаем. Yeah, we probably should have practiced that. Это буквально весь сюжет. Катсцен на всю игру наберется от силы минут на 10-15. И если я буду пытаться их как-то расписывать, то, боюсь, я полягу так, словно выпил яду, ибо там творится такой ржу не могу, что я вообще под столом, а там темно и яд с бутылкой воды перепутать очень просто. Скобка-скобка, 0 скобка. Но это просто чтобы вы понимали, какой здесь уровень юмора. Игра собирает весь интернетный сленг и мемы, которые были модными в 2012-м, и выплескивает их все прямо вам в лицо. Да, даже Трололо и Gangnam Style. Охренеть, конечно, насколько старым это заставляет меня себя чувствовать, но это просто кринж. И эти люди еще посмели думать, что юмор в первой игре был плохой. Справедливости ради, это в какой-то степени даже в тему, ибо источником всего этого элитного стрима мем-спича является сам Зурго, который живет в подвале дома своей мамки и сам признается в том, что троллирует всех в Холонете как последних лалок, но лучше от этого как-то не очень становится. Но это фиг с ним, давайте о хорошем. Помимо того, что Full Frontal Assault, празднуя юбилей серии, содержит весьма здоровое количество фан-сервиса, компьютер нового Феникса, например, озвучивает Майки Келли, оригинальный голос Рэтчета из первой игры. Она еще и вполне хорошо и интересно играется. Возвращение к классическому виду серии как шутеру с видом от третьего лица произошло с добавлением элементов Tower Defense, которые как раз цепляются за вернувшиеся сюда хавербуцы из Crack in Time и делают парочку любопытных твистов над некоторыми фундаментальными системами основных частей. Каждый из аж целых 3 основных уровней, разнообразие, проходит по похожей схеме. Предварительно выбрав, хотите ли вы играть за Рэтчета, Клэнка или Кворка, вы стартуете у деактивированного центра обороны планеты и начинаете исследовать уровень, чтобы найти несколько ключевых узлов и активировать их, запустив таким образом оборону обратно. Но пока она будет запускаться, на вашу базу будет происходить нападение, которое вам нужно отразить, не дав врагам уничтожить все свои генераторы. Если у вас получилось защититься, поздравляю, вы молодец, можете идти дальше. Несмотря на то, что все уровни действуют по формуле, у них есть все элементы, которые позволяют сделать прохождение интересным. Прежде всего, хоть оружие у нас снова умеет левелапаться, как и раньше, но никакие пушки в этой игре мы не покупаем. Мы их находим в специальных контейнерах, которые раскиданы на каждом уровне, и этих контейнеров всегда меньше, чем всего существует стволов. Плюс все
все оружие, которое вы находите, остается с вами только на текущий уровень. На следующем искать его придется заново, хотя их прокачка сохраняется. Это означает, что каждый раз, когда вы встречаете такой контейнер и открываете его, предварительно одолев плохишей его охраняющих, вам будет предоставляться выбор того, какое оружие вы хотите использовать, и выбирать нужно с умом, учитывая, что может оказаться самым эффективным в финальной защите базы. Громохлоп или двойники, мистер Зуркон или Кайфатрон, огнемет или звуковой извергатель, к сожалению, лишившийся своей главной фишки с ритмом. Все может пригодиться, но в разных ситуациях одно может оказаться лучше другого. В эту дилемму включается и единственный для каждой локации контейнер с усиленным оружием, где всегда сидят мощная, но медленная ракетница и быстрый, но более слабый бомбомет, из которых, опять же, выбрать можно только один. Кстати говоря, в связи с этим Full Frontal Assault — это единственная игра в серии, где нет Райна. Это явно не могло хорошо сказаться на ее восприятии. Однако пока мы носимся по всей локации, находя оружие и пытаясь захватить узлы, на нашу базу в любой момент могут решить напасть враги, и к этому всегда нужно быть готовым. Учитывая, что все уровни в игре — это огромные открытые арены, в ваших интересах носиться повсюду на своих ботинках и искать срезки, чтобы попытаться выполнить все задания быстрее и иметь возможность вернуться к базе как можно более коротким путем. Нападать на нее будут с двух сторон, и благодаря деньгам, которые вы находите на всем остальном уровне из ящиков и других врагов, вы можете закупаться всякими средствами обороны, типа нескольких разных видов турелей, еще нескольких видов мин и даже нескольких видов барьеров, и располагая их так, как вам кажется лучше. Грамотный сетап обычно может справляться с волнами врагов даже без вашего участия, но на такой сначала накопить надо, так что обычно нападение на базу означает, что вам все равно нужно бросить все, чем вы занимаетесь сейчас, и срочно лететь ее защищать. И левел дизайн делает все это интересным, потому что хоть локации мало чем блещут чисто визуально, но зато в плане архитектуры и наполнения им есть что предложить. Где-то существуют срезки через всю карту в виде Green Rails, где-то вам будут очень помогать трамплины, которые будут ускорять вас на ботинках, чтобы добросить куда-нибудь далеко. Везде постоянно есть много всяких срезок, закутков и обходных путей, и за один визит все это вряд ли получится найти. Эти карты просто интересно изучать. На одной из них это пригодится вдвойне, ибо в один момент нам придется вернуться туда, когда наш типо-злодей запустит погодную машину, устроив на всей местности сильный снежный шторм с ураганом, в который попадать весьма нежелательно. Заключается это все в финальной стадии масштабного наступления, когда обороняться от все более и более сильных волн врагов вам приходится на протяжении нескольких минут, и каждый раз это становится финальным тестом вашей выносливости и того, насколько хорошо вы обустроили защиту базы. Эта фаза может быть на самом деле сложной, особенно ближе к концу игры, так что готовиться к ней нужно хорошо. Хотя на этом там вроде как вся игра и заканчивается. И пусть даже мне, как человеку, который обычно в Tower Defense не играет, вся эта тема весьма понравилась, этот финальный раш вообще мое любимое, и чем жарче, тем лучше. Если трогать только синглплеер, то вас ждут буквально 3-4 часа напоминающего классику геймплея RNC, подогнанного под жанр защиты башни, и все это без какого-либо интересного сюжета и даже почти без хороших шуток. Хотя музыка все еще очень крутая. Но трогать сингл в этой игре вообще не обязательно, потому что ее стезя — это соревновательный мультиплеер. На сей раз даже без сетевого пропуска, к счастью. В основном режиме 1 на 1 или 2 на 2 игра очень напоминает режим осады из мультиплеера Deadlocked и Up Your Arsenal, но со своим более стратегичным твистом и задействованием всей темы про защиту базы. Каждый матч проходит через 3 ограниченных по времени фазы, где итоги последней определяют, какая из двух команд выиграла. И в случае ничьей цикл запускается снова до 6 раз, пока кто-нибудь не уничтожит все генераторы на базе противника. Первая фаза — разведка. Здесь команды выпускаются на карту с целью захвата узлов, поиска оружия и заработка денег. По локации раскидано несколько нейтральных узлов, которые игрокам нужно захватить, и захват каждого из них даст вам возможность получить новое оружие. Еще захваченные узлы постоянно приносят вам деньги раз в несколько секунд, и чем больше территории вы контролируете, тем больше доход. Само собой, ваш противник будет пытаться перехватить уже захваченные вами узлы, и поэтому очень неплохо бы их защищать. Вы можете или купить какой-нибудь щит и усиленную оборону, или же вы можете сами поджидать своего оппонента на месте, чтобы затем избавиться от него лично. После того, как эта фаза заканчивается, захватывать узлы вы больше не можете, хотя если вы уже начали процесс, то его все же можно закончить. Следом идет фаза создания отряда, где у вас есть минута на то, чтобы подготовить свои силы наступления, которые пойдут на базу противника. Как и в сингле, базы игроков могут быть атакованы с двух сторон, так что это тоже стоит учитывать при расстановке своих сил. Каждая единица покупается отдельно за свою фиксированную стоимость, так что опять же в ваших интересах заработать как можно больше денег и накупить
купить единиц помощнее. Совсем весело будет, когда появится возможность использовать всяких бомбометчиков и танки, и если ваш оппонент тоже достанет большие пушки против вас. Свою собственную базу от них тоже нужно будет защитить, так что про средства обороны также забывать не стоит. Однако их покупать можно в любое время, а не только в этой фазе. И как только эта минута истекает, начинается финальная фаза – наступление. Подготовленный вами отряд выдвигается в сторону вражеской базы, а у вас есть выбор. Если вы уверены в своей обороне, то вы можете отправиться вместе с отрядом и помогать ему уничтожать генераторы на чужой базе. Или же вы можете понадеяться на то, что они смогут справиться и без вас, а сами остаться на своей базе, чтобы активнее противостоять наступлению. Именно в этой фазе начинается самый хаос и веселье, особенно когда обе команды относительно равны в своих силах. В таких противостояниях преимущество приходится чуть ли не с руками отрывать, а зная, что ситуация на обеих базах может развернуться одинаково жаркая, за ходом действия на каждой из них одновременно приходится следить очень активно. Поэтому же в ваших интересах не тупить и в самом начале матча попытаться захватить как можно больше узлов и защитить их, не дав противнику забрать их себе, потому что иначе он легко может присвоить себе чуть ли не всю карту и оставить вас с ничем. Казалось бы, на этом пиши пропало, однако при большом желании даже из такой ситуации можно выкрутиться. У обеих команд есть возможность один раз за матч воспользоваться тревожной кнопкой, которая автоматически завершает фазу наступления, удаляя силы оппонента и его самого с вашей базы, если они там находятся, после чего возводит вокруг нее непробиваемый щит на 30 секунд. В это время заново начинается фаза разведки, и у вас снова есть возможность попытаться захватить территорию. Если вы знаете, что делаете, то эта штука может позволить вам повернуть ход матча и самому из жертвы превратиться в охотника. Пару игр я сам смог выиграть именно благодаря этой кнопке. А помимо всего этого, вы еще можете покупать отдельные апгрейды, будь то для персонажа, чтобы сделать его выносливее и сильнее, для базы, чтобы усилить ее оборону, или для своего отряда, чтобы разблокировать новые, более мощные единицы. И любой апгрейд, который вы покупаете, сохраняется для последующих матчей. Это в целом весьма крепкий мультиплеер, на который я сам не без удовольствия потратил время. Пусть да, в лобби временами приходится подождать, иногда долго, в матчмейкинге и кастомных играх часто попадаются уже старожилы, которые запросто могут расправиться с вами в 2 счета. Благодаря всей, так сказать, реактивной тактике, на которой строится каждый матч, играть все равно весело и интересно. И на этом даже не все, потому что в каком-то смысле Full Frontal Assault была неким прототипом лайв-сервиса во времена, когда это понятие еще не звучало из каждого утюга. Игра успела получить несколько обновлений, которые не только правили баланс и добавляли мелкие удобства, типа возможности телепортироваться на базу и в сингле тоже, но и добавляли новые карты и режимы. Бесплатно. Длилось это, конечно, не очень долго. Последний такой апдейт вышел в мае 2013-го, спустя полгода после релиза, и суммарно они принесли всего 2 новых локации и 1 режим, который доступен только на PS3, где устраняются первые 2 фазы и все игроки постоянно находятся в режиме наступления, но тем не менее, студия все равно старалась поддерживать игру какое-то время, и я думаю, это заслуживает признания, когда речь идет о таком небольшом проекте, вышедшем в самом начале 2010-х. Тут даже дополнительная монетизация была в виде небольших наборов скинов, которые, кстати, до сих пор можно купить. И раз уж я заикнулся про PS Vita, то этому порту тоже стоит уделить пару минут, чисто из-за того, насколько он ужасен. Отвечала за него не сама Insomniac, а сторонняя студия в лице Teen Giant, информация о которой я почти никакой найти не смог. Изначально игра должна была выйти на Vita одновременно с релизом на PS3, однако порт откладывался 2 раза. Сначала с ноября 2012 до января 2013, а затем вообще до мая того же года. И технически, да, это та же самая Full Frontal Assault со всеми ее приколами, только на PlayStation Vita, и потому очень сильно урезанная графически, и без режимов 2 на 2 в мультиплеере. Но даже с учетом серьезных графических упрощений и целых 6 месяцев дополнительного времени, игра все равно работает отвратительно. Удержать даже 20 кадров в секунду для нее уже проблема, не говоря уже про поломанное освещение, из-за которого местами вообще ничего не видно. Я не думаю, что даже на маленьком экранчике самой Vita смотреть на это приятно, и поэтому рекомендовать эту версию я никак не могу. Еще я не очень понимаю, где здесь искать ту офигенную реиграбельность, о которой заявляла Insomniac, потому что в этой игре, да и в Wolf 1 тоже, нет режима испытания. И хотя в FFA вы даже после прохождения все равно можете в любой момент вернуться на пройденные уровни, чтобы завершить их еще раз и выполнить какие-нибудь дополнительные цели, это не особо считается, потому что из бонусов вы будете либо находить золотые болты, которые в очередной раз открывают лишь скины, которыми можно пользоваться только в мультиплеере, либо вы можете зачищать список из целых 117 скиллпоинтов, за выполнение которых вам дадут посмотреть на парочку наборов концепт-арта и будут постепенно открывать дополнительные опции для создания кастомных матчей в мультиплеере. Не то чтобы это были какие-то сногсшибательные бонусы, будем честны. В итоге не так уж и удивительно, что и посредственная реиграбельность, и хреновая портативная версия, и маленькая продолжительность, и фокус на мультиплеер, и все прочее вместе со временем создали Full Frontal Assault не особо хорошую репутацию. Особенно учитывая, что это было на фоне релиза
HD ремастера оригинальной трилогии, у которого тоже своих проблем было полно, и All for One, которая публике пусть и скорее зашла, но это все равно была более противоречивая игра, чем обычно, именно из-за того, что она была настолько нестандартной. И подобное продолжение банкета в FFA вряд ли привело бы к чему-то хорошему в глазах фанатов. И как происходит в сообществе практически любой долгоживущей франшизы, которая со временем начинает творить нехарактерные для себя вещи, многие люди уже начинали говорить, что серия теряет свой курс, что Insomniac уже сама не знает, что с ней делать, и что эти спин-оффы вообще едва заслуживают носить имя Ratchet & Clank. И я могу это понять, потому что большинство явно предпочло бы увидеть продолжение A Crack in Time, а не вот такие мелкие побочные приключения, которые в рамках вселенной мало чего значат и еще и играются совсем не так, как все привыкли. Если тем играм с PSP еще удалось избежать такой волны хейта благодаря тому, что параллельно им сама Insomniac еще работала над основными частями серии и внедряла в классическую формулу новые идеи, то теперь уже сама студия, родившая серию, начала творить что-то странное и непонятное, и перевести внимание на более привычные новые игры уже не получалось, потому что их просто-напросто не было. Это был момент, когда серьезный удар приняла уже фан-база, и со временем относительно неплохо принятые сначала All for One и Full Frontal Assault стали при любой возможности принимать на себя ведра помоев просто из-за того, что они другие. Но как я уже в деталях распинался про ту же Need for Speed, то, что новая игра может быть не такой, как предыдущие, не делает ее автоматически плохой, и я думаю, что всю эту ненависть эти спин-оффы не заслужили. Да, они гораздо проще, чем остальные части, и в них не так много чего есть делать, но они и не стараются быть как остальные части, они специально целятся в совсем другие вещи, и потому сравнивать их лично я считаю нечестным. Тем более, что эти же упрощения позволили этим играм лучше сфокусироваться на своих собственных целях, а сами эти цели были в том числе и ответами на запросы другой части фанатов. Те люди, которые полюбили кооператив в Deadlocked, просили, чтобы эта фишка в серию вернулась, и в итоге они получили All for One, которая является лучшим кооперативным опытом серии и, на мой взгляд, в принципе очень хорошим кооперативным приключением даже сегодня. Другие сильно просили о возвращении соревновательного мультиплеера, а некоторые и сегодня хотят такую игру, если полистать комментарии под постами Insomniac в соцсетях, и они получили Full Frontal Assault, которая именно такой мультиплеер и поставила во главу угла, и благодаря сочетанию идеи старого мультиплеера, который и полюбили люди, хавербутсов из A Crack in Time и нового элемента стратегии, она смогла возвести отличный соревновательный опыт, который вполне способен предоставить вам не менее жаркие и динамичные замесы, чем старые добрые. Я не знаю, чем это может быть плохо, особенно теперь, когда мы в курсе, насколько болезненным для студии было производство A Crack in Time, и что оно стало причиной того, что Insomniac практически сразу же взялась менять все свои внутренние процессы просто чтобы не убить саму себя. Те, кто хотели делать нового Ratchet'а, спокойно делали нового Ratchet'а в новом офисе. Их никто не торопил, их никто не перетягивал на другие проекты, им просто дали делать то, что они хотят. Те, кто параллельно делал Resistance 3 в старом офисе в Калифорнии, получили дополнительный год времени, чтобы успеть все сделать самим, не трогать другую команду и уже отдохнуть от Ratchet'а, которым им хоть по собственному желанию, хоть против приходилось заниматься постоянно на протяжении последних нескольких лет подряд. И опять же, серия уже начинала застаиваться, это уже говорили про A Crack in Time, и это значит, что ей нужны были свежие идеи и нестандартные игры, которые внесли бы в нее больше разнообразия и обновили интерес. All for One и Full Frontal Assault были именно такими играми, и их существование означало, что возвращение к классике в дальнейшем тоже ощущалось бы как что-то интересное. И я снова подчеркну, что этими играми занималась команда, во многом состоящая из ветеранов серии, которые хотели, чтобы она продолжила свою жизнь и которые сами хотели сделать что-то новое. Тот факт, что к своему десятилетию она все еще не собиралась сдаваться и пробовала себя в свежих жанрах, как по мне, заслуживает большого уважения. Как в адрес разработчиков, которые все еще горели своим делом несмотря ни на что, так и в адрес самой франшизы, потому что до такого возраста доживают не все, и еще меньше к этому времени остаются готовы идти на какие-то эксперименты. Все это вместе было не только отличным способом взбодрить серию, но и важным моментом в жизни самой Insomniac. В это время она все еще была независимой, и поддерживать свое существование ей приходилось самостоятельно. И с более раздутыми бюджетами игр на новом поколении и большей численностью сотрудников нужны были большие продажи, чтобы удерживать студию на плаву. В том числе поэтому Insomniac намеренно снизила амбиции для Ratchet & Clank, а одной только Resistance, которая делалась параллельно, было уже недостаточно. В 2010 году студия объявила о партнерстве с Electronic Arts, в рамках которого она должна была выпустить кооперативный шутер Overstrike, который затем переименовался в Fuse и должен был выйти не только на PS3, но и на Xbox 360. С того времени игрой понемногу занималась команда в Калифорнии, которая тогда делала Resistance 3, и весной 2013 года проект наконец вышел. И с треском провалился, как в продажах, так и в оценках. Сама Resistance 3, на которую студия потратила дополнительный год, а значит и увеличила бюджет, коммерчески тоже провалилась, несмотря на теплый прием. В том 2011-м студия выехала по сути только на релизе All
All for One, а на следующий год ей пришлось существовать лишь на более скромные продажи дешевой Full Frontal Assault и доход от микротранзакций в игре для Facebook, которую она тоже сделала вместе с EA. Дела шли не очень хорошо, скажем так. Все это явно не поднимало настроение людей внутри студии. Изначально задуманная тактика чередовать релизы Resistance и Ratchet & Clank мало того, что полетела к черту из-за всех обстоятельств, о которых я рассказывал раньше, но еще и несколько охладила пыл разработчиков к самим этим сериям, которые приходилось делать в таких жестких условиях и успех которых при этом все равно не был гарантирован. Идею Fuse продвинул именно Брайан Алгайер, который отвечал и продолжает отвечать за RNC, а буквально рядом с релизом All for One креативные директоры Resistance, провал последней части которой разочаровал студию особенно сильно, предложили Теду Прайсу, главе Insomniac, нечто, что впоследствии превратилось в Sunset Overdrive. И как только они получили зеленый свет, студия сразу же ушла искать издателя и оказалась у Microsoft. Несмотря на такую череду громких проектов за спиной, Insomniac все равно оказалась в сложной ситуации. Ей нужно было активнее искать средства для существования. Она хотела в кои-то веки владеть своими IP. Она хотела делать что-то новое, потому что одна часть студии разочаровалась в Resistance, а другая часть поменьше хотела отдохнуть от RNC. И при всем при этом люди все равно были уставшие и только начали восстанавливаться после всего экшена, что беспрерывно творился в студии, начиная примерно с 2005-го. Умирать, конечно, никто не собирался, но в интересах Insomniac было снова ярко заявить о себе, экспериментировать и очень желательно тратить на это меньше ресурсов. Однако, начиная с 2011 и до конца поколения PlayStation 3, единственными играми Insomniac, которые не провалились, стали как раз Ratchet & Clank. Как знать, где была бы студия сейчас, если бы не All for One и FFA? Это игры, сделанные людьми, которые даже несмотря на все вокруг, все еще горели серией и были готовы пойти на рискованные идеи, чтобы ее продолжить. И эти эксперименты явно свою задачу выполнили. Возможно, даже больше того. Это игры, которые не похожи на то, что было в серии раньше, или позже, раз уж так. И я скажу, что, как и в случае с любой долгоживущей франшизой, в этом нет ничего плохого. Они больше, чем заслуживают, чтобы им дали шанс, потому что это хорошие, веселые игры, и их существование не означает, что дальше серия превратится только в это. Про RNC мы это, конечно, уже знаем спустя эти 12 лет, но это применимо и к другим сериям тоже. Если они начинают экспериментировать, это круто, потому что одни и те же игры рано или поздно наскучат всем, и далеко не факт, что эти эксперименты лишат серию того, что сделало ее собой. В 2013 году Sony анонсировала, что Ratchet & Clank получит свою полнометражную экранизацию, чем явно обозначила, что избавляться от серии она не планирует. Эта новость очень воодушевила Insomniac, которая должна была сделать игру в пару фильмов, да и игроки тоже оказались заинтересованы. Но в свете того, что мультфильм собирался рассказывать историю становления, просто так бросать эпоху PlayStation 3 на спин-оффах студия тоже не хотела, потому что знала, что из-за этой экранизации ждать продолжения той истории, которая остановилась в 2009, придется дольше. Поэтому завершить поколение было решено с помощью некого эпилога саги Future, игры, которая будет посвящена ее последствиям, личным для персонажей, и которая припаркует эту историю в достаточно хорошем месте, чтобы потом ее можно было качественно продолжить. Ratchet & Clank Into the Nexus вышла всего за считанные дни до старта продаж PlayStation 4, и это определенно не помогло ей добиться популярности. Но это совершенно не означает, что она не была интересной игрой. Даже несмотря на возвращение к классической формуле, она все равно не перестала экспериментировать, и в ней есть немало уникальных для серии вещей. Но эта история уже на другой раз. Ratchet & Clank Into the Nexus в следующем выпуске. Спасибо за просмотр.